Вот такой вот, у него даже есть бесключевой доступ. С этой стороны сенсор, а здесь кнопка на закрытие идет. Физическая кнопка, а здесь сенсор. Ключи также в комплекте, как от Хавала такой ключ. И у него, кстати, есть автозапуск. Поер, как говорится, поер для бедных. То есть бюджетный диапазон вот такого вот пикапа. В одном из видео я вам показывал поер. Ну, больших он размеров, более солидно смотрится, но и там и стоимость его соответствующая. Это вот такой вот пикап, что-то, наверное, между поером и Вингл. Вингл 7, а это Вингл 7, он более как грузовик, вот Great Wall, более грузовой вариант, такой жесткий, не очень комфортный. Это вот именно вариант пикапа бюджетного поера. Для рыбалки, для охоты. Ну и что-нибудь перевести также есть возможность. Смотрите, салон, кстати, говорит нам о том, что это не совсем фермерский, не совсем колхозный, так сказать, автомобиль. Салон, смотрите, эко-кожа. Здесь, правда, пластик дубовый, но он используется не только на этом автомобиле. Также Hyundai и все эти автомобили сейчас используют такой пластик, корейцы все. Здесь, смотрите, под черное дерево вставка такая приятная на ощупь. Электростеклоподъемники, карпет, все обтянуто мягко. Сиденье, ну как бы сочетание цветов приятное. Эко-кожа, но приятная прострочка белыми ниточками. То есть как-то думали сделать, чтобы это было все выглядело красиво. Залезть сюда, конечно, ну как обычно, пикап, небольшой дверной проем для задних пассажиров. Органайзер имеется, вот для задних пассажиров будешь ехать, пачку сигарет положить, пачку патронов, там, бутылку с водой, с водкой, кому что. Подножка имеется, такая, ну она из толстого пластика, но основание металлическое, а накладка пластиковая сверху. Так, тут ковров нету, ручка, ну то есть как бы залезать, проникнуть можно. И посадка таки удобная. Но здесь вот такой вот бюджетный вариант. И также неплохо. 3 подголовника маленьких. Очень маленьких 3 подголовника таких. Ну, говорит о том, что, наверное, авто сзади должно размещать 3 пассажиров. Ну, как бы вот так в тесноте, да не в обиде, 3 мужика моего телосложения, я думаю, могут усесться. Если ехать куда-то на рыбалку, будет очень тепло и весело. Ну, попадать также, наверное, удобно. Ручки нету. Но он и не такой высокий, чтобы требовать ручку для посадки. Но осторожно можно головой достать. Кстати, смотрите, электропривод. Электропривод сидений также есть в этом варианте поера. Ну и он мне нравится, я вам не скажу, что это авто такое вот, ну, как бы грузовик и вызывает отвращение. Сидя в салоне, я забываю, что у меня сзади кузов. Реально авто выглядит вот как, ну, такой среднего класса внедорожник. Если сравнивать его, взять, наверное, в ценовом диапазоне, цену я вам точно не скажу. Если будет информация, я вам обязательно оставлю в комментариях. Освежу комментарии, я читаю, отвечаю, задавайте вопросы. Авто только пришло и нет о нем информации. Поэтому такой вот внешний обзор делаю. Сам смотрю, потому что самому интересно, и вам показываю. В нашем случае идет механика 6-ступенчатая. USB, все эти дела, все есть, мультируль, приборная панель. Ну, со стрелками, но есть вариант, ну, как обычно, там посередине компьютер бортовой и аналоговые приборы. Панель жесткий пластик, все эти дела, здесь понятно, здесь вставки, то, что желтое идет, эко-кожа вставки. Даже бардачок имеет микролифт. В таком вот авто это есть. И, кстати, есть блокировка редуктора заднего моста. Вот, принудительная кнопка и блокировка есть. Понижайка есть, 2H, авто, 4L. Шайба внедорожных режимов также имеется.
ручник механический, даже вот есть USB для видеорегистратора. То есть в таком авто даже такую мелочь вот предусмотрели, чтобы ты не таскал провода для подключения видеорегистратора, коротенький USB подключил и все. Зеркал нету, ну, наверное, девочки не будут в таких авто ездить, а когда ты едешь на рыбалку, тебе твой внешний вид не сильно, наверное, думаю, важен. Кстати, имеется регулировка руля по высоте. По вылету нету, но по высоте есть. Также, наверное, очень приятно. Ну и смотрите, все 4 стеклоподъемника, я думаю, автоматические. И блокировка стеклоподъемника. Блокировка замков, центрального замка. Все это есть. Металлические алюминиевые вставки. Датчики слепых зон, сигнализаторы вынесены сюда. То есть авто обладает всеми вот этими функциями безопасности, которыми обладают кроссоверы современные. Это авто также ими уже обладает. Да, долго искал на тыльной стороне лючка и капота рычажок, заправочной горловины лючок. Мотор дизельный с турбиной. Тот дизелек, который ставился на Haval H9, но задушенный, дефорсированный, 163 лошадиные силы. В общем-то, как из прошлого Пойера мотор, по-видимому. Евро 5, все дела, тут все понятно по мотору. Комплектация, значит, данного автомобиля, ну и как видите, вы гидроупоры, все эти дела есть. Также ремонтопригодность, вот здесь я смотрю, доступность со всех сторон есть. В случае чего что-то заменить, хомут, шланг, добраться, то есть самому ремонтировать, все это можно. Никакой закрытой плиты нету, все отлично. Базовая комплектация Пойера с зимним пакетом. Зимний пакет — это подогрев лобового стекла, подогрев заднего стекла, там его видно, и подогрев сидений руля. Вот именно данный вариант автомобиля, и на сегодняшний момент его цена в гривнах 860 тысяч, в долларах это примерно 30-31 тысяча долларов. Рессорная подвеска сзади, немного здесь листов. Я думаю, этот вариант авто не жесткий. Вот он комфортный как для бездорожья, так и для повседневной езды. Примерно как и тот Пойер, на котором мы ездили и тестили его. Рамная конструкция, рама, все здесь понятно. Запаска снизу висит. Используются такие вот диски, ну также неплохие. Факт тому, что не железяки обычные. 245/70 R17 резина. Чао Ян. Все понятно. Смотрите, какой большой лючок заливной горловины заправочной. Кстати, также оборудован камерами автомобиль. Даже задняя камера есть. То есть удобство для вождения такого автомобиля в городе также предусмотрено. Борт открывается. Так, здесь его ничего не удерживает. Вы должны его сами удержать. Но он не такой уж и тяжелый. Ну и вот ограничители металлические. Здесь все просто. Замки, которые надо будет смазывать регулярно, я думаю. Ну и механизмы сами, потому что это все под открытым небом, понятно, мокнет и требует смазки. Пластик или покрытие, нет, скорее всего вот какое-то покрытие. Точно я не знаю, как оно называется, но название ему есть. Крышка полностью вот под болтами открывается. Ну и доступ уже видно, до замка, до камеры, до всех этих моментов есть. Погрузочная высота, ну большая погрузочная высота, но это и авто высокая. Ну и сам кузов. Таких вот размеров небольших, как обычный, наверное, пикап. Судя по отверстиям, возможно крепление кунга. А отверстия, кстати, идут резьбовые. Сразу с резьбами. То есть кунг на данное авто есть возможность крепить. Ну а какой кунг, я пока вам не скажу. Наверное, все это можно будет заказывать в будущем. Немного другая решетка, но эмблема осталась та же. Кому-то она нравится, кому-то нет. Кто-то ее сравнивает с какой-то запятой, кто-то еще с чем-то сравнивает. Но решетка, как видите, другая. Пластик, фары
Линзованные фары. Точно я не скажу, что там установлено. Скорее всего галогенки. Ну и противотуманные фары также имеются, также с галогенными лампами. Такой вот бюджетный Poyer. Кому понравился, ну по цене он, наверное, 6-7 дешевле той комплектации того Poyer, который я вам показывал. Бюджетный вариант на механике. Ну и полный привод, опять же, со всеми этими внедорожными возможностями. Очень классный, я думаю, вариант. Ну и также, по-видимому, не тест-драйвил я это авто, но вот садясь в него, я чувствую, что он уже комфортный. По крайней мере, он не грузовик. Такой вот универсал для города и для бездорожья. На сегодня все. Всем удачи и до следующих видео.